Однажды писатель стал королем. Всего на неделю. Он хотел изменить мир к лучшему, но благородный порыв обернулся катастрофой. Рассказ Аркадия Аверченко-Слепце. Королевский сад в эту пору дня был открыт, и молодой писатель А.В. беспрепятственно вошел туда. Побродив немного по песчаным дорожкам, он лениво опустился на скамью, на которой уже сидел пожилой господин с приветливым лицом. Пожилой приветливый господин обернулся к А.В. и после некоторого колебания спросил: «Кто вы такой?» «Я А.В. Писатель». «Хорошая профессия», — одобрительно улыбнулся незнакомец. «Интересная и почетная». «А вы кто?» — спросил простодушный А.В. «Я-то? Да король. Этой страны? Конечно. А то какой же!» В свою очередь А.В. сказал не менее благожелательно: «Тоже хорошая профессия. Интересная и почетная». «Ох, и не говорите», — вздохнул король. «Почетная-то она почетная, но интересного в ней ничего нет. Нужно вам сказать, молодой человек, королевствование не такой мед, как многие думают». Ави всплеснул руками и изумленно вскричал: «Это даже удивительно! Я не встречал ни одного человека, который был бы доволен своей судьбой». «А вы довольны?» — иронически прищурился король. «Не совсем. Иногда какой-нибудь критик так отругает, что плакать хочется. Вот видите, для вас существует не более десятка другого критиков, а у меня критиков миллионы. Я бы на вашем месте не боялся никакой критики», — возразил задумчиво Ави и, качнув головой, добавил с осанкой видавшего виды опытного короля: «Вся штука в том, чтобы сочинять хорошие законы». Король махнул рукой. «Ничего не выйдет. Все равно никакого толку. Пробовали?» «Пробовал. Я бы на вашем месте, на моем месте», — нервно вскричал старый король. «Я знал многих королей, которые были сносными писателями, но я не знаю ни одного писателя, который был хотя бы третьесортным, последнего разряда, королем. Посадил бы я вас на недельку, посмотрел бы, что из вас выйдет». «Куда посадили бы?» — осторожно спросил обстоятельный Ави. «На свое место». «А, на свое место. Разве это возможно?» «Отчего же? Хотя бы для того это нужно сделать, чтобы нам, королям, поменьше завидовали, чтобы поменьше и потолковее критиковали нас, королей». Ави скромно сказал: «Ну что ж, я, пожалуй, попробую. Только должен предупредить. Мне это случается делать впервые. И если я с непривычки покажусь вам немного смешным, не осуждайте меня». «Ничего», — добродушно улыбнулся король. «Не думаю, чтобы за неделю вы наделали особенно много глупостей. Итак, хотите? Попробую. Кстати, у меня есть в голове один небольшой, но очень симпатичный закон. Сегодня бы его можно и обнародовать». «С Богом!» — кивнул головой король. «Пойдемте во дворец. А для меня, кстати, это будет неделькой отдыха. Какой же это закон? Не секрет. Сегодня, проходя по улице, я видел слепого старика. Он шел, ощупывая руками и палкой дома, и ежеминутно рисковал попасть под колеса экипажей. И никому не было до него дела. Я хотел бы издать закон, по которому в слепых прохожих должна принимать участие городская полиция. Полисмен, заметив идущего слепца, обязан взять его за руки и заботливо проводить до дому, охраняя от экипажей, ям и рытвин. Нравится вам мой закон? Вы добрый парень, устало улыбнулся король. Да поможет вам Бог, а я пойду спать. И, уходя, загадочно добавил: бедные слепцы. Уже 3 дня королевствовал скромный писатель Ави. Нужно отдать ему справедливость. Он не пользовался своей властью и преимуществом своего положения. Всякий другой человек на его месте засадил бы критиков и других писателей в тюрьму, а народонаселение обязал бы читать только свои книги и не менее одной книги в день на каждую душу вместо утренних булок. Ави поборол соблазн издать такой закон. Дебютировал он, как и обещал королю, законом о провожании полисменами слепцов и об охранении сих последних от разрушительного действия внешних сил. Как-то экипажи,
лошади, ямы и прочь. Однажды, это было на 4-й день утром, Ави стоял в своем королевском кабинете у окна и рассеянно смотрел на улицу. Неожиданно внимание его было привлечено страшным зрелищем. 2 полисмена тащили за загривок прохожего, а третий пинками ноги подгонял его сзади. С юношеским проворством выбежал Ава из кабинета, слетел с лестницы и через минуту очутился на улице. «Куда вы его тащите? За что бьете? Что сделал этот человек? Скольких человек он убил?» «Ничего он не сделал», — отвечал полисмен. «За что же вы его и куда гоните?» «Да ведь он, ваша милость, слепой. Мы его по закону в участок и тащим». «Неужели есть такой закон?» «А как же?» 3 дня тому назад обнародован и вступил в силу. Аве, потрясенный, схватился за голову и взвизгнул. «Мой закон!» Сзади какой-то солидный прохожий пробормотал проклятие и сказал: «Ну и законы нынче издаются. О чем они только думают? Чего хотят?» «Да уж!» — поддержал другой голос. «Умный закончик. Всякого замеченного на улице слепца хватать за шкирку и тащить в участок, награждая по дороге пинками и колотушками. Очень умно, чрезвычайно добросердечно, изумительная заботливость». Как вихрь влетел Ава в свой королевский кабинет и крикнул: «Министра сюда! Разыщите его и сейчас же пригласите в кабинет. Я должен сам расследовать дело». При расследовании загадочный случай с законом об охране слепцов от внешних сил разъяснился. Дело обстояло так. В первый день своего королевствования Аве призвал министра и сказал ему: «Нужно издать закон о заботливом отношении полисменов к прохожим слепцам, о провожании их домой и об охране сих последних от разрушительного действия внешних сил, как-то экипажи, лошади, ямы и прочь». Министр поклонился и вышел. Сейчас же вызвал к себе начальника города и сказал ему: «Объявите закон. Не допускать слепцов ходить по улицам без провожатых, а если таковых нет, то заменять их полисменами, на обязанности которых должна лежать доставка по месту назначения». Выйдя от министра, начальник города пригласил к себе начальника полиции и распорядился: «Там слепцы по городу. Говорят, ходят без провожатых. Этого не допускать. Пусть ваши полисмены берут одиноких слепцов за руку и ведут куда надо». «Слушаюсь». Начальник полиции созвал в тот же день начальников частей и сказал им: «Вот что, господа, нам сообщили о новом законе, по которому всякий слепец, замеченный в шатании по улице без провожатого, задерживается полицией и доставляется куда следует. Поняли?» «Так точно, господин начальник». Начальники частей разъехались по своим местам и, созвав полицейских сержантов, сказали: «Господа, разъясните полисменам новый закон. Всякого слепца, который шатается без надобности по улице, мешая экипажному и пешему движению, хватать и тащить куда следует». «А что значит «куда следует»?» — спрашивали потом сержанты друг у друга. «Вероятно, в участок, на высидку. Куда ж еще?» «Наверно, так». «Ребята», — говорили сержанты, обходя полисменов, «если вами будут замечены слепцы, бродящие по улицам, хватайте этих каналей за шкирку и тащите в участок. А если они не захотят идти в участок?» «Как не захотят? Пара хороших затычин, крепкий пинок сзади. Небось, побегут». Выяснив дело об охране слепцов от внешних влияний, Ави сел за свой роскошный королевский стол и заплакал. Чья-то рука ласково легла ему на голову. «Ну что, не сказал ли я, узнав впервые о законе охранения слепцов? Бедные слепцы. Видите, во всей этой истории бедные слепцы проиграли, а я выиграл». «Что вы выиграли?» — спросил Аве, отыскивая свою шапку. «Да как же, одним моим критиком меньше. Прощайте, милый. Если еще вздумаете провести какую-нибудь реформу, заходите». «Дожидайся», — подумал Аве и, перепрыгивая через 10 ступенек роскошной королевской лестницы, убежал. Поддержите это видео лайком и комментарием. Расскажите, какие реформы и последствия запомнились вам в жизни. Бывали ли вы свидетелем
как смысл власти теряется в деталях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео.